Ну вот мы и в Ташкенте, и первое место, куда мы пойдем, это кафе «Шашлик». И если вы здесь никогда не были, то я настоятельно рекомендую вам посетить его. Это место находится рядом с экопарком. Посмотрите, как оно оформлено. Уже с самого начала дизайн интригует. А что же там внутри? А внутри еще круче и вкуснее. А эту лепешку сюда положили не просто так, и скоро вы узнаете почему. Посмотрите, какая овощная нарезка. А это наивкуснейший салат из узбекских помидоров. Позиция просто обязательная к заказу. Затем нам принесли горячую лепешку. И, наконец, долгожданный шашлык. Мы заказали разный шашлык, чтобы по-настоящему оценить вкус. Теперь вы поняли, для чего здесь стояла эта лепешка? Весьма оригинальная подача. Ну, как обычно, поливаем все уксусом. Оторваться просто невозможно. Но и это еще не все. Кроме шашлыка, здесь просто обалденный самсы. С нежнейшим тестом и сочной начинкой. Посмотрите, как оно оформлено. Самсы небольшие, и от этого их съедаешь очень много. Кстати, самсы тоже обязательно попробуйте. Теперь вы знаете, где можно поесть вкусный шашлык в Ташкенте. А следующее место будет не менее интересным. А это греческий ресторан Айза, который находится в Ташкент Сити Молл. Здесь вы можете попробовать настоящую средиземноморскую кухню. Как по мне, так это смелое решение открыть ресторан греческой кухни в Средней Азии. Меню пестрит непривычными названиями, такие как дипы, гирос, арикьети, мусака. Так что без помощи квалифицированного официанта здесь никак не обойтись. Нам повезло, нас обслужила милая девушка, официант, которая действительно знает свое дело. А это сулваки из ягненка, или по-нашему шашлык. Да, здесь действительно красиво, атмосферно, но как по мне, так я не наелся. А вот коктейльная карта мне зашла. Кстати, это все безалкогольные напитки. Греческий вкус впечатлил, но дальше будет кое-что, что перевернет ваше мнение об узбекской национальной кухне. Смотрите внимательно. Ресторан Лали. Следующее место, куда мы пойдем, это ресторан узбекской кухни Лали. Он состоит из двух больших светлых залов общей вместимостью около 200 посадочных мест. Я не перестаю удивляться смелостью рестораторов открывать подобные проекты. Ведь ресторан Лали – это современная национальная узбекская кухня. А чтобы конкурировать с поварами национальной кухни, да еще в Узбекистане, для этого нужно быть очень уверенным в себе и большой опыт в ресторанном деле. И первое, что нам принесли, это разного вида шашлыки и сочный весенний салат. Затем нам принесли салат из баклажанов и домашний салат с ремесленной брынзой. А гвоздь программы был вагури, от которого просто пальчики оближешь. Но этим мы не ограничились и заказали наивкуснейшие десерты. Если вы попробуете это заварное пирожное, я вам гарантирую, этот вкус вы не забудете никогда. Этому заведению я ставлю лайк однозначно. А вы? Как только вы насладились изысканной национальной кухней от Лали, самое время погрузиться в атмосферу Кетаны, где современные паназиатские вкусы удивят вас не меньше. Мы пришли сюда после работы ближе к вечеру, где нас встретила атмосфера в стиле лаунж. Помимо основного зала, здесь еще есть большая терраса, но сидеть здесь летом в чилю мы не захотели, поэтому мы остались внутри. Кстати, кто-нибудь знает, что такое чиля? Напишите в комментариях. Пока мы ждали основные блюда, нам принесли лимонады из зеленого манго и что-то с маракуйей. Наш официант был очень вежливым и обходительным. А кто хочет более детально посмотреть меню, может нажать на паузу и отсканировать QR-код. Для начала нам принесли сашими из лосося. Кстати, очень вкусное блюдо. А затем официант умело размешал тартар. Так, ну все, сейчас будем пробовать тартар. Кстати, хотел сказать пару слов о приборах. Палочки, которые нам принесли, честно говоря, были не очень удобными. Павел,
Алексеевич, ну что такое? И как вы видите, это заметил не только я. А вот на что я действительно обратил внимание, так это подача. Посмотрите, как все оригинально. Но разве такое можно забыть? Неужели они действительно листья бамбука везут из Юго-Восточной Азии? Или в Узбекистане тоже растет бамбук? Кто знает. Все блюда были вкусными, но особенность юго-восточной кухни заключается в том, что сколько бы ты ее ни ел, через полчаса обратно захочешь кушать. Ну а мы идем дальше. А после ярких вкусов паназиатской кухни в Китане, давайте перенесемся в уютную атмосферу сыроварни, где вас ждут невероятные сыры и блюда, приготовленные с душой. Это одно из тех заведений, которые я настоятельно рекомендую вам посетить. Сыроварня – это отдельно стоящее здание, в котором есть 2 зала на первом этаже, а также не менее уютное место на втором этаже. Здесь очень много зелени и света. Посмотрите, какой вид. Просто сказка. Ну что, давайте пробовать? В этом ресторане все уникально, даже хлебницы. Ну как вам, зацените? Пока мы ждем еду, хочу обратить ваше внимание на одну немаловажную вещь. Это детали и одновременно забота о госте. Мы взяли воды, апельсиновый сок и чай. Что я заметил, чашки для чая принесли, как в турецких ресторанах. А пить черный чай с лимоном я научился именно здесь, в Узбекистане. Ребят, посмотрите, как красиво оформлены обычные блюда. Сырники со сметаной и вареньем – просто объедение. А творог с бананом и киви – ну просто пальчики оближешь. Это был не просто поход в ресторан, а гастрономическое наслаждение. Ну а как же может быть иначе? Ведь у них собственное производство сыра. И еще раз хочу обратить ваше внимание на каждую деталь, из которых складывается общее представление о ресторане. А следующее заведение – это уникальный по своей концепции кафе-бар «Лесной». Если вы придете сюда вечером, то будете приятно удивлены. Интерьер уютный, с природными акцентами. Мягкий свет, дерево, живые растения и атмосферная музыка делают «Лесной» местом, куда хочется возвращаться. Посмотрите, какие аппетитные блюда. Для начала я заказал салат из страчотеллы, который официант любезно разложил на тарелке. А затем принесли томленого ягненка. Посмотрите, ну просто пальчики оближешь. Кстати, некоторые блюда готовятся на открытом огне. А десерты – это вообще отдельная история. Это, наверное, самая инстаграмная Анна Павлова, которую я видел. А это, да-да, тот самый Наполеон. Ну вот, такой вот у меня получился обзор. Надеюсь, он поможет вам, если вы захотите посетить эти заведения. Кстати, оставьте свой отзыв в комментариях, если вы уже были в них. Ну, а на этом все. До свидания.